Привет, друзья! Сейчас послеобеденные новости Германии и Европы. В Германии институт ИФА неожиданно ухудшил прогноз роста экономики. Эксперты предупреждают о возможном новом замедлении. Канцлер Фридрих Мерц реагирует строго. В Европе за происходящим внимательно следит и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркивает, что в ЕС готовят дополнительные шаги для стабилизации экономик стран-членов. А в Германии новая волна обсуждения, которая касается решения партии «Союз Сары Вагенер». У нее теперь два сопредседателя. Это заметно меняет расстановку сил перед следующим политическим сезоном. Не менее обсуждаемой темой остается и пенсионная реформа Германии. После голосования в Бундестаге стало ясно, что изменения затронут миллионы людей, но, как оказалось, не все довольны такими итогами. И это еще не все. В Германии обсуждают еще один чувствительный вопрос – это возможные личные платежи за вызов скорой помощи. Первые расчеты в землях уже публикуют, они вызывают заметные разногласия среди жителей Германии. И на международном уровне Европа реагирует на новые данные из Китая. Экспорт Китая за последнюю неделю резко вырос, что меняет баланс торговли для Германии и всего ЕС. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, Институт экономических исследований ИФА в Германии заметно пересмотрел прогноз роста немецкой экономики. По новой оценке, рост ВВП в 2026 году будет значительно ниже прежних ожиданий. А аналитики говорят о заметном замедлении. Это важный предупреждающий знак для правительства и бизнеса в Берлине. Канцлер Фридрих Мерц уже прокомментировал новую оценку. По его словам, Германия столкнулась с непростым периодом изменений в экономической политике. Мерц обещает пересмотреть меры поддержки, стимулировать инвестиции и укреплять конкурентоспособность, чтобы избежать дальнейшего спада. Экономисты ИФА указывают на сочетание факторов, тормозящих рост. Это слабый внутренний спрос, высокие затраты на энергию и производство, а также глобальная нестабильность, которая сдерживает экспорт немецких товаров. Это особенно серьезное испытание для автомобильной и машиностроительной отрасли, то есть ключевых направлений экономики страны. В Брюсселе ситуацию внимательно отслеживает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС должен поддерживать экономический подъем стран-членов, включая и Германию, и усиливать совместные меры по стимулированию роста. Фон дер Ляйен подчеркнула, что единство экономической политики в ЕС – это важнейший фактор устойчивости. Сегодня Германия входит в 2026 год в сложных экономических условиях. Рост остается, но становится слабее, и правительству Фридриха Мерца вместе с партнерами в ЕС придется искать пути стабилизации экономики. Следующая новость – одна из самых обсуждаемых в Германии. В Германии партия «Союз Сары Вагенер» избрала новых руководителей. На совместной конференции делегаты решили, что теперь во главе партии будут два сопредседателя. Это Фабрио де Мази и Амира Мохаммед Али. Такая модель двойного руководства призвана усилить партийную работу и объединить разные направления внутри Союза Сары Вагенер. Фабио де Мази – это политик с опытом работы в земельных парламентах, известный своими критическими взглядами на экономическую политику и социальную справедливость. Мохаммед Али – это активистка и общественный деятель, выступающий за права трудящихся и за более справедливое распределение благ в обществе. Решение о выборе двух сопредседателей было воспринято как шаг к укреплению партии после отказа от персонального бренда Сары Вагенер. Я в прошлых видео рассказывал вам, что партия ранее носила имя лидера, но теперь делает акцент на коллективном руководстве. Представители Союза Сары Вагенер заявляют, что новое руководство должно способствовать росту партии, расширению ее влияния и укреплению позиций на политической карте Германии. Они намерены сосредоточиться на экономических темах, социальной политике и защите интересов малообеспеченных слоев населения. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии парламент одобрил новое пенсионное законодательство, и теперь стало ясно, кто получит больше, а кто останется разочарованным. Решение было принято после длительных дебатов в Бундестаге, который поддержал пакет поправок к пенсионной системе под руководством канцлера Фридриха Мерца. Одна из ключевых поправок – это так называемая стабилизационная линия, то есть когда уровень пенсии будет фиксирован на уровне не ниже 48% от среднего дохода до 2031 года. Это означает, что выплаты для нынешних и будущих пенсионеров будут выше,
чем если бы система развивалась без изменений. Кроме того, введена активная пенсия, то есть возможность получать до 2000 евро в месяц без дополнительных налогов после достижения пенсионного возраста, если человек продолжает работать. Это выгодно тем, кто хочет остаться в профессии и увеличить свои выплаты. Расширяются и другие соцвыплаты. За время воспитания детей теперь будут засчитывать одинаковые периоды, независимо от года рождения, что особенно выгодно родителям с детьми до 1992 года. За каждого такого ребенка доплата может составлять по 20-60 евро в месяц к пенсии. Однако остаются разные оценки происходящего. Молодые поколения могут получить меньше фактической выгоды, чем ожидают, поскольку пенсионный пакет делает упор на сохранение высоких выплат для нынешних пенсионеров, но при этом увеличивает нагрузку на работающих из-за роста расходов системы. Наконец, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечает, что Германия остается примером для Европы в вопросах устойчивости социальной системы, но призвала к дальнейшим реформам, чтобы обеспечить баланс между поколениями и адаптацию к стареющему обществу. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии обсуждают возможность, что пациенты вскоре будут платить за экстренный вызов службой спасения, даже если у них есть медицинская страховка. В нескольких округах Северного Рейна-Вестфалии власти уже подготовили первые расчеты. С Нового года жители могут получить обязательный собственный взнос при вызове машины скорой помощи или транспортировке туда. Анализ города Эссен показывает, что если счет за работу кареты 112 составит более 1000 евро, страховая выплата покроет не всю сумму, и пациенту могут выставить счет примерно в 267 евро. Эта практика стала следствием застоя в финансировании между муниципалитетами и кассами медицинского страхования. Земли Германии настаивают, что сейчас они несут убытки из-за так называемых ложных вызовов, когда машина приезжает, но больного на лечение не везут. По их данным, таких случаев до четверти всех вызовов, а оплата за них не компенсируется. Представители КАС говорят, что по действующему законодательству они могут оплачивать только услуги, которые действительно связаны с лечением собственных застрахованных, и не обязаны покрывать все расходы спасательных служб. Если такая система заработает повсеместно, это может изменить привычное отношение к экстренным вызовам, то есть люди в сложных ситуациях могут задуматься, прежде чем набирать номер 112, зная, что за помощь придется платить сотни евро. А дальше еще есть важная новость. В Азии снова ясно видно оживление мировой торговли. Экспорт Китая резко вырос после недавнего зафиксированного снижения, что стало важным сигналом для глобального рынкового спроса. По данным китайской таможни, в ноябре экспорт товаров увеличился, внимание, на 6% по сравнению с прошлым годом. И это значительный рост в условиях неопределенной мировой экономики и ожиданий экспертов. Как я сказал, экспорт превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали более умеренный подъем. Импорт при этом тоже вырос, но гораздо слабее. Такой рост отражает усилия Китая диверсифицировать торговые связи и расширить поставки на новые рынки, включая страны Юго-Восточной Азии, Европы и другие регионы. При этом, внимание, экспорт в Соединенные Штаты Америки остается слабым из-за роста тарифов и торговых разногласий, но китайские производители компенсируют это ростом поставок в другие части мира. Для Европы и Германии, где торговля с Китаем остается одной из крупнейших, это означает усиление экономического влияния Пекина, увеличение поставок китайских товаров может увеличить конкуренцию для местных производителей, в том числе немецких, но в то же время также помогает поддерживать цепочки поставок и доступ к недорогим импортным товарам. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.